Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Для начала хочу всех вас поздравить с первым днем зимы. Хотя снимаю я аж 9 ноября заранее, но увидите вы видео именно или 1 декабря, или 2 декабря, где-то так. Поэтому, естественно, уместно будет всех поздравить. Я сегодня ходила в магазин Леонардо. Ну, как вы знаете, я в активном гражданине, в приложении там участвую во всяких голосованиях и, соответственно, коплю баллы, и можно их обменивать на разные подарки, которых там много. И я, как правило, выбираю сертификат в магазин Леонардо на 500 рублей. Дают промокод, и можно оплатить полностью вообще любые товары со скидками, без скидок, неважно. И это суммируется с другими акциями, со скидкой по карте. Вот. Если я не забуду, то ссылку на приложение я оставлю. Можете тоже зарегистрироваться и участвовать, если вы живете в Москве. Вот. Это приложение, оно привязывается к учетной записи на МОСРУ, но это как бы единое целое. Ну вот, и я раньше там много обменивала, ну, вот этот промокод на карандаши Derwent Drawing, Derwent Colorsoft, ну, иногда на всякие акварельки. А последнее время я покупаю там пряжу. В этот раз я решила взять и пряжу, и акварельки. Я взяла 2 мотка ниток и акварель «Белые ночи». Ну, мне это обошлось в 600 чем-то рублей, минус 5,5% моя скидка и минус 500 рублей сертификат. В общем, я доплатила 79 рублей. Но на самом деле там, как бы, если тратишь меньше, то просто остаток сгорает. Если больше, как бы, доплачиваешь, можно ровно на 500 рублей. Вот, ну, короче говоря, я приобрела акварель «Зеленая мгла» и «Серо-розовая дымка». Вот. Ну, взяла чисто на пробу. Интересно стало. Я еще в прошлый раз, когда обменивала очередной сертификат, хотела приобрести, но я вообще сначала... я сначала не нашла там акварель, была только Vista Artista, потом я уже выбрала себе ниток много, и только потом увидела, что они там закрытые, потому что в Леонардо... В каждом Леонардо свои правила. В авиапарке вся акварель лежит в открытом доступе. В нашем Леонардо она закрыта. В общем, я еще сегодня, пока там кассир пошла, достала, долго искала вообще. Я уже думала, знаете, забить и пойти себе набрать еще ниток. 2-3 мотка. Ладно, короче, сейчас мы их откроем, потестируем. Большая вот эта палитра, у меня уже коробочка вся занята. Эта коробочка маленькая тоже уже вся полная. Ну и, соответственно, вот здесь есть местечко. Так что мы откроем, потестируем. Вообще... Ну, меня у «Белых ночей» сейчас интересуют исключительно новинки, когда вышли с белилами, я себе приобрела, ну, все, которые меня, в общем-то, интересовали. Я не полностью коллекцию собирала, потому что мне это ни к чему. Я взяла именно те цвета, которыми я действительно пользуюсь. Вот, ну и вот эти хочу попробовать. Ну, с этим определиться сложнее, но, в общем... Как-то так. Посмотрим. Здесь вот у меня акварельная бумага. Я хотела еще взять пару акварельных листов, но я не помню, куда их положила. Надо будет искать. А сейчас у меня, честно говоря, на это нет времени. Поэтому я потестирую на обычном листе бумаги и сюда сделаю выкраску такую акварельную. Так, это у меня запасные. Вот, а так вообще я предпочитаю Vista Artista акварель, потому что я попробовала гамма, белые ночи, Vista Artista, и вообще я поняла, что действительно Vista Artista
в кюветках намного лучше белых ночей. Но, видите, белые ночи берут всякими новиночками, которые, конечно, хочется тестировать. Так, взяла я лист бумаги. Для начала попробую действительно на обычный, а уже потом там сделаю выкраску на нормальной бумаге. Так, ну что ж, значит, первое это зеленая мгла. Странненько, ну ладно. Прям любопытно. Но такой оттенок, что, красивый. Не знаю, как он там чего должен себя вести. Но сам по себе он красивый. Так, и серо-розовая дымка. Посмотрим. Как интересно. Ага, здесь вообще кажется, как будто зеленая. Какая-то серо-зеленая. Ну и, в общем-то, выглядит она как просто серая. Интересненько. Но это надо еще научиться с этим обращаться. Ну, к тому же бумага здесь обычная. Но цвета у меня эти не пропадут. Это точно. Я в этом уверена. Ну что ж, давайте возьмем акварельку. Акварельную бумагу, точнее. И попробую здесь. Так, ну что, начну я, наверное, тогда с этой. Зеленой мглы. Стоп. Надо это все-таки бумагу, раз акварельная, намочить. Я эту бумагу акварельную покупала в Ашане формата А4. Так, и второй оттенок. Вот второй оттенок очень, кстати, уже видно, он действительно интересно раскрывается как-то. Я вот вижу уже не так, как на обычной бумаге. Но в целом, если бы я, наверное, не взяла эту акварельку, я бы не пожалела. Просто при любом раскладе я эти цвета буду использовать, они будут в ходу. Но, честно скажу, как-то я белые ночи больше не хочу покупать. Я еще единственное, что в Леонардо обновилось приложение, у меня не сохранилась корзина, потому что там я два каких-то оттенка выбирала, и мне кажется, что не вот эти. Ну ладно, в общем, как есть. Потому что вот ну вот, можно сравнить. Ну, вроде похоже, вроде нет. Я, в общем, не поняла пока прикола. Так, ну и вот этот цвет. Не, ну похоже вроде как. Ладно, потом буду пробовать, значит, главное не запутаться теперь.
я вот так вложу сюда. Вот, нет, цвета интересные, но ничего именно сверхъестественного совсем уж я не нашла. Поэтому, наверное, потом, если я что-то захочу купить, я, наверное, все-таки опять же продолжу покупать Vista Artista. Мне там как-то прям... Ну, там вот никаких эффектов не заявляют, а при этом они очень интересные. Вот серая пейна, например, шикарно получается. Ну, а так. Потому что, как я поняла, из всех оттенков там несколько как-то раскрываются красиво. Так, давайте посмотрим, что здесь. А здесь вот так вот. Я, наверное, сейчас подумаю, где бы мне пораскрашивать. Ну, вообще у меня есть на акварельной бумаге вот цветы, раскраска, то, что мне Виолетта дарила. Привет тебе, огромное спасибо. Но там вроде бы эти оттенки будут не к месту. А вот я думала, может быть, драконы или ведьмочки взять. Ну и, например, попробовать какой-нибудь сделать фон. Я думаю про эту раскраску. Вот, кстати, серый цвет у Vista Artista очень красиво так ложится. И еще вот это у меня раскрашенная иллюстрация. И вот я думаю, какую бы еще раскрасить. Вот, кстати, может быть, взять вот эту иллюстрацию, потому что здесь как такового фона нет, да, белая страничка, и можно просто совместить два оттенка. Да, наверное, так я и сделаю. Заранее немножко бумагу смочу, хотя, конечно, она тут не под акварельку. Вроде бы. Ну, давайте попробуем. Надо было кисточку сначала, конечно, еще прям намочить. Не, кстати, вроде бы здесь хорошо так акварель разносится. Что бывает бумага, которая прям сразу впитывает краску и все. А здесь очень даже, смотрите-ка, неплохо. Вполне даже. Мне нравится. Здесь вот именно будет такой фон просто по причине того, что надо потестировать. Так, и вот еще что. Надо бы подложить бумагу, дабы не протекло. Да, интересно. Но интересно именно в плане того, что бумага здесь оказалась весьма неплохая для акварели. Ну, для этой, по крайней мере, точно. Так-то, конечно, не особо я поняла. Я вообще надеюсь, я ту акварель взяла или нет. Но вроде как там дымка и мгла. Ну, я сейчас, честно, не всегда
вообще вникаю в всякие новинки. Не знаю уж почему. Как-то редко мне сейчас чего-то хочется. Ну вот когда действительно хочется, я покупаю, но чаще всего как-то я мимо всего довольно равнодушно прохожу, при всем при том, что раскрашивание мне по-прежнему интересно. То есть все в порядке с этим. Так. Да. Ладно. Ну, кстати, я еще так, знаете, подбирала. Мне хотелось, чтобы в одном названии была мгла, в другом была дымка. И, ну, все-таки, чтобы это можно было между собой как-то сочетать. Ну, в целом я в этом плане я не ошиблась, все нормально сочетается. И по отдельности я смогу использовать, и вместе смогу использовать. Бумага так воду держит более-менее. Ну, по крайней мере, не вот в Средиземье я иногда акварельку использую. Ну, в основном детскую, но и немножко белые ночи. Вот серые там. Но там вообще бумага тут же, как вода попадает, она сразу ее раз и впитывает. И бывает, акварель идет пятнами. А здесь вот очень хорошо. Я постоянно смотрю, вот забываю сюда смотреть, смотрю сюда. И мне кажется, что вот именно вот эта краска, она зеленая, а она серая. Ну да, вот если так вглядываться, что-то такое розоватое это тут есть. Если уж на то пошло, но... Так, если вдруг слышно шум, я просто же с микрофоном. Вот, если слышно шум, это у нас фасад все продолжают делать, и это... Я, ну, короче, что-то там делают. Очень слышно. Ну, тут я ничего поделать не могу, к сожалению. Шумят. Я надеюсь, скоро закончат. Хотелось бы в это верить. Должны были еще 15 октября, по-моему, закончить. Но что-то им явно мешает. Ну, вот. И повод был пораскрашивать здесь. Потому что раскраска хорошая, но я почему-то всегда как-то, ну, я ее листаю чаще, чем я в ней раскрашиваю, скажем так, к сожалению. Почему-то иллюстрация нравится, но какой-то страх возникает перед этой раскраской. А мне очень тема вот дракошек нравится. Я
Вот. В жизни очень люблю всяких ящериц, тритонов, ну и тому подобное. В общем, такой вот фон получился. Я не знаю, может быть, и еще стоит пройтись. А сочетание такое прям интересное. Ну, с обратной стороны, в принципе, вот так. Ой, не той стороной макаю кисточку. Да, наверное, давайте еще немножко я здесь вот пройдусь. Ну вот, вот этот оттенок, он, который типа как серый, он мне вообще всегда актуален. Я и когда карандаши покупаю, вечно беру какие-нибудь серые, серо-зеленые, серо-лавандовые. Ну, а они востребованы в раскрасках. Вон, даже в Средиземье, еще где-нибудь всегда нужно. Господи, они на крыше, что ли? Я вроде не на последнем этаже, а у меня аж стул трясется. Посмотрим, как вот я когда, знаете, там горы, еще что-то, я, допустим, беру серую акварель, а потом темно-серый вот этой пейный, так хорошенько мочу, и все расплывается. Вот посмотрим еще, как это будет где-нибудь расплываться, хотя можно даже, не знаю, так взять, здесь где-нибудь попробовать. Нет, она так не расплывается. Вот это, конечно, расплывается так Vista Artista, за что я и люблю. Вот. И там крутые эффекты. Если вы еще не пробовали Vista Artista, кстати, советую пару кюветок купить. Но я не поняла, почему у нас вот в Леонардо белые ночи убрали под стекло в шкафчик, а Vista Artista так лежит. Но у них же разница по цене невелика. То есть, ну, Vista Artista 90, что ли, 8, а это 109. Ну, реально, как бы небольшая разница. Смысл прятать белые ночи. Ценник почти одинаковый. Я понимаю, там какая-нибудь Ладога, еще что-то, которое стоит, по-моему, дешевле. Но мне кажется, дешевле. Так, ну что, в целом фоном я довольна. Не знаю насчет дракошки. Ну, сейчас все это высохнет, а я уж потом решу. Потому что, может быть, буду все-таки раскрашивать карандашами дракона. И если так, то, может быть, акварельную подложку сделаю. Но я просто не решила, какого еще будет цвета дракон. Не, сейчас мне уже приходит идея. Так, ну и в итоге что тут? Ну вот, мне кажется, что немножко розоватого я вижу здесь. Ну, так. Интересно, откуда вот эта полоска появилась? В общем, как-то так. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения и уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.